Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Шлем всем вам, уважаемые наши зрители, подписчики, здравия и здравомыслия, а также из своего сердца посылаем всем вам свет божественной любви и желаем вашим сердцам мира и добра. И пусть над всеми вами будет голубое чистое небо. Сегодня у нас два агрогороскопа, и они посвящены картофелю. Снова же по вашим заявкам мы в первую очередь выставляем то, что актуально. Итак, агрогороскоп посадки картофеля в апреле 2022 года. Время киевское, и в это время у нас сравнивается время с московским, так что нет проблем, выясняйте в интернете время своего региона. Ну и этот месяц, апрель, очень важен также для нас, потому что мы обычно в апреле в последние годы высаживаем картофель. И вот мы эти периоды сейчас вычислили и делимся с вами. И сразу же хочу еще отметить, что есть два хороших периода для посадки картофеля, которые будут храниться, а также мы выбрали один период, который можно посадить и выкапывать, и сразу же его использовать для питания. Он не хранится, и он не такой уж рассыпчатый, который получается вот с того периода, когда мы высаживаем для хранения. Ну, давайте более подробно рассмотрим вот эти периоды. Итак, первый период очень хороший, это сразу же после новолуния, после гекаты. Новолуние 1 апреля. И геката завершается 3 апреля. После 10 часов можно начинать посадку картофеля и до конца суток, а также 4 апреля все 24 часа. Кроме того, что здесь будут работать прекрасные энергии растущей луны, она только родилась, очень маленький, виден вот этот серп на небе, энергии вот-вот начинают только работать, растущей луны. Поэтому мы, кстати, всегда используем, если есть такая возможность, именно этот период для посадки корнеплодных, особенно лука, чеснока и картофеля. И уже много у нас хороших последователей, тоже те огородники, которые высаживают, как и мы, у них тоже прекрасный результат. Ну вот почему мы еще выбрали, кроме того, что это луна в знаке Телец, это прекрасный знак дней корня, здесь очень хороший период также Солнца. Солнечный календарь очень важную задачу выполняет сейчас, и мы его используем также для того, чтобы определять прекрасные, лучшие, благоприятные идеи для посадки картофеля и других овощей. В данном случае у нас 14 градус и 15 градус Овна. Очень хорошее время для того, чтобы вот соединить эти две энергии. В первую очередь это энергии стихии Земли и по Солнцу энергии стихии огня. Картофель прекрасно хранится и получается такой рассыпчатый. Ну, это в начале месяца. И далее у нас еще один период. Будет 21 апреля с 8 часов утра. Это у нас Козерог, тоже дни корня. И вот с 8 часов утра и до конца суток 21 апреля. 22 апреля все 24 часа. К сожалению, в это время у нас получается 23 будет переход Луны из 3 в 4 фазу. Это не посадочное время, стрессовая ситуация для Земли, для растений и для всего живого на Земле. Ну а затем Луна без курса тоже убирает часть времени, конечно же, хорошего знака для посадки картофеля. Плюс в это время очень хороший период начала, конечно, первые градусы знака Солнце будет находиться в знаке Телец. Смотрите, какое прекрасное сочетание. И Козерог здесь по Луне, и Телец по Солнцу. Очень хороший тоже получится картофель. Ну и вот еще один у нас период для ранней продукции. Небольшие объемы высаживаете, где-то рядочек, маленький кусочек. Это то, что вы будете использовать. Выкопали и молодой картофель сразу же под пленочку можно и используйте для питания. Вот в этом периоде из всего вот на убывающей луне в апреле рыбы, да, водянистый картофель, но он молодой, не страшно. Мы уже пробовали, прекрасно тоже получается. Это 4 фаза, это супер время. Причем здесь прекрасно соединяется еще Луна у нас в знаке стихии воды, а Солнце в знаке стихии Земли, в Тельце. Вот прекрасное сочетание вот этих энергий 25 апреля с 14 часов до конца суток
26 апреля все 24 часа и 27 апреля с 0 часов и до 15 часов 30 минут. Но здесь, смотрите, у нас Луна без курса, немножко срезает нас время, но практически очень хороший период для того, чтобы посадить небольшое количество картофеля и потом их использовать, эти картошины, для питания в летний период. Ну и нас попросили обязательно не забыть, мы не забыли, это агрогороскоп яровизации картофеля, снова же в апреле 2022 года. Этот период очень хорош для того, чтобы, например, в начале месяца выложить на яровизацию картофель и в конце посадить. У нас есть, вот мы с вами только что рассмотрели вот эти периоды. Вот. И также можно выставлять на яровизацию для того, чтобы потом в мае месяце уже посадить картофель. Вот нас попросили именно те, кто в северных регионах высаживает картофель в мае. Вот смотрите, выбирайте себе лучшие периоды, и средняя полоса, и северяне. Ну и если что, то могут использовать и другие регионы. Итак, первый период такой хороший будет 3 апреля с 10 часов до 0 часов в Тельце при растущей Луне. Начало у нас роста Луны после новолуния. 4 апреля все 24 часа. Очень хороший период также выносить и выкладывать на яровизацию картофель 5 апреля с 7 часов утра до конца суток. 6 апреля все 24 часа. Еще один очень хороший период 10 апреля, это уже растущая Луна в знаке Лев с 8 часов до 0 часов. 11 апреля все 24 часа, 12 апреля с 0 часов и до 12 часов 30 минут. На этом не заканчивается вот это прекрасное время. Идем дальше. Стрелец, убывающая Луна. 19 апреля с 7 часов утра до конца суток. 20 апреля с 0 и до 22 часов. Козерог, убывающая Луна. 21 апреля с 8 часов до 0 часов. 22 апреля все 24 часа. Водолей дает нам возможность только одни сутки использовать 24 апреля. Там у нас тоже очень много космических интересных событий, которые срезают время вот этого знака. Ну и завершится месяц для закладки на яровизацию картофеля в знаке Овен при убывающей Луне 27 апреля с 19 часов 30 минут до конца суток, 28 апреля с 0 часов и до 20 часов. Еще раз напоминаю, это время на выкладку, на яровизацию картофеля. Ни в коем случае здесь не посадка. Вот посадка у нас мы первый агрогороскоп рассмотрели. Еще раз вот сделайте себе скрин. Вот так. Это посадка картофеля. И скрин для яровизации. Агрогороскоп для яровизации картофеля в апреле 2022 года. Ну а тем временем, пока вы делаете скрин, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик прощаются с вами. Мы искренне вам желаем всем здравия, еще раз здравия и крепкого всем здоровья, терпения, ну и труда. Пусть вас дарят вам энергии нашего Творца и наполняют вас этой энергией созидания, творения. Высаживайте. Очень важно в этом году будет вот этот период, который мы сейчас с вами закладываем фундамент для питания 22 и 23 годов. Ну что ж, мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Будьте все здоровы. Пока-пока.